Друзья, всем привет! И вот мы дошли до четвертой, заключительной части подробного рассказа о том, как мы строили нашу перестроечку на даче из газосиликатного блока. И в этом видео я хочу вам рассказать о том, как мы проводили и заканчивали внутренние коммуникации, ставили мебель, ставили сантехнику и делали всякие ништяки, такую как плитку и порог. Поехали! В предыдущих видео я рассказывал, как мы монтировали канализацию у себя на даче в новопостроенной перестроечке, как красили стены, а сегодня я расскажу вам, как мы разводили в ней водопровод. Поехали! Итак, у нас на участке есть центральный водопровод. Воду мы ввели, а 2 года назад по улице у нас идет центральный водопровод с хорошей чистой водой питьевой. И когда мы делали фундамент, мы, конечно же, завели воду непосредственно в нашу перестройку. Перед тем, как развести водопровод, мы, конечно же, продумали все точки. Здесь у нас будет раковина, здесь у нас будет стоять ванна, унитаз, дальше у нас будет стоять стиральная машина, и дальше у нас будет идти бойлер, к которому будет приходить холодная, и из него выходить горячая вода. Подробнее про бойлер. Взяли бойлер отечественного производителя «Горизонт». Бойлер на 80 литров, модель 80EWS15MF. С регулировкой, лампочкой включения и датчиком температуры. Но, конечно, производитель дико подкачал по креплениям. Его очень тяжело было повесить. Итого, у нас есть 4 точки крепления, бойлер на 80 литров тяжелый, а в комплекте идет всего лишь 2 крюка. То есть 2 крюка пришлось докупать. Плюс в комплекте идут всего лишь пластиковые дюбеля. В нашем случае они не подойдут, мы крепим в газоблок, поэтому потребуются специальные дюбеля для газоблока. И чтобы показать вам, что к чему, я специально провел вот такие вот испытания. Возьмем газоблок, забьем в него 10-й дюбель, который нам потребуется, пластиковый, и точно такой же 10-й дюбель, специальный металлический для газоблока. Конечно же, заранее были подготовлены отверстия 10-м сверлом. Итак, возьмем крючки и начнем вкручивать их в газоблок. И тут на самом деле сходу становится все понятно, на что в газоблок вешать можно такие тяжелые вещи, а на что нельзя. К примеру, в пластиковый дюбель я даже не смог толком вкрутить данный крючок. А не смог, потому что дюбель внутри самой стены из газоблока просто начал проворачиваться, и, как видите, крючок в него не зашел. Дюбель просто выпал из отверстия. Поэтому стены из газоблока такие дюбеля применять просто-напросто нельзя и опасно. Ведь бойлер весом сам в 35 кг, плюс 80 литров воды в нем, а это уже больше сотки, может просто вырвать из стены, и вся эта прелесть упадет прямо на вас. Причем, что интересно, уже в дальнейшем, когда я испытывал специальные дюбеля для газоблока, оказалось, что почему-то их надо брать меньшим диаметром для тех же самых саморезов, ну или в данном случае крючков. Потому что данный крючок, для него должен быть 10 дюбель. Но в 10 дюбеле он просто болтается. Даже при том, что он болтается, вырвать его руками из газоблока, крючок, или дюбель вместе с ним, не получается. Как видите, он проскальзывает немножко по резьбе, но дальше держится намертво. Дальше, ради интереса, я взял фомку и посмотрел, какое, опять же, нужно усилие, чтобы все это дело вырвать. Конечно же, всем весом я вырвал крючок, вырвал его по резьбе из дюбеля, но дюбель при этом остался торчать в газоблоке. Возьмем родной крючок, опять же, от крепления нашего бойлера. Крючок рассчитан под дюбель 12, но он с легкостью заходит в 10-й дюбель от газоблока. Что к чему, мне было не совсем понятно. Ну, скорее всего, так надо. Значит, вкручиваем его и опять же проверяем, как он вырвется.
Дюбеля, кстати, эти стоят копейки, есть они в каждом гипере. Поэтому, если вы вешаете что-то тяжелое в газоблок, то советую использовать только такие дюбеля. Как видите, вырвать опять же руками у меня не получилось. И опять же, небольшой эксперимент. Я сделал отверстие в этот раз уже не на 10, а на 8. Применил специальный такой же дюбель для газоблока на 8 мм. Съездил, купил в гипер на шаг меньше. Вкрутил в него крючок. И опять же попробовал вырвать. Данный крючок меньше, чем комплектный. Почему-то такого размера, как комплектного, опять же в гипере не было. Но ничего страшного. 4 крючков будет вполне достаточно для крепления бойлера на стену. Итак, закручиваем. Проверяем, что руками его не вырвать. Опять же берем фомку. Рвется очень тяжело. Но, как видите, опять же, уже, наверное, по изношенной резьбе дюбель вырвался. Точнее, крючок вырвался, а дюбель остался. А уже 8-й дюбель вырвался из отверстия, повредив газоблок. Но при этом крючок из дюбеля не вышел. Все очень плотно. И, конечно, с повешением бойлера мы намучились. Хотелось его повесить ровненько к потолку, в принципе, как мы и сделали. Но отверстие в креплениях меньше, чем крючок. И вешали мы его с женой в полчаса. Ну, подходов 5-7 точно сделали, чтобы попасть в эти крючки. Однако, благо, операция завершилась успешно, все подвесили и можно пользовать дальше. А сам по себе бойлер хороший. С УЗО, и нагревает он свои 80 литров за 2 часа. Он всего лишь на 1,5 киловатта. Собирать водопровод мы будем из 20-й полипропиленовой трубы. Серой. Конечно же, потребуется куча разных фитингов. Было закуплено 26 метров самой трубы. Кстати, было использовано почти все, хотя система водопровода совсем маленькая. Обычная полипропиленовая труба, 20-ка, предназначенная для питьевого водопровода. И куча разных фитингов. Это изначально переходник с американкой, уголки, тройнички, крепления для трубы к стене, шаровые краны и резьбовые переходнички. Все это будет использовано в нашей системе водопровода. Причем советую заранее нарисовать на листе и продумать, как и что вы хотите проводить. После этого уже закупать всю мелочь. Очень полезным инструментом оказался ручной труборез. Стоит он копейки, но с ним гораздо проще работать, чем той же болгаркой или чем угодно. И, конечно же, я приобрел себе вот такой вот паяльничек Solaris PW602. Один из самых дешевых паяльников, но, блин, честно, очень удобно и классно было им работать. А чтобы он не болтался, для удобства, я прикрутил его на 2 самореза к табуретке. Тем самым с ним было очень легко работать. Выставляем нужную температуру. Я паял в основном на 250 градусах, даже не на максимуме. Этого вполне достаточно. Тут продемонстрирую, как появятся трубы. Берем трубу, берем для примера угловой переходничок. Паяльник у нас достигает нужной температуры, горит красная лампочка, это значит, его можно использовать. Если горит зеленая, значит, он в состоянии нагрева. И на 5-7 секунд прислоняем оба конца труб и фитингов к данным гнездам, не больше 5-7 секунд, иначе трубу можно переплавить, тогда очень сильно заузится внутреннее пространство, это нам не нужно. После вставляем уже горячие расплавленные трубы и фитинг одну в одну, и тем самым все это намертво спаивается. Как видите, все достаточно легко и просто. После тренировочных 1-2 спаек я с легкостью за день собрал всю нашу небольшую водопроводную внутреннюю систему. Причем изначально хотел взять такую штуку в прокат, но, как выяснилось, в прокате на сутки она стоит 30% от общей стоимости.
Почему бы не купить себе такую вещь на постоянку? Конечно же, она еще пригодится в дальнейшем для разводки отопления, да и вообще всяких мелочных работ. Пускай лежит. Полезная вещь в хозяйстве. Ну и вот, дело движется. Таким вот образом был собран водопровод на кухне, все через стену введено непосредственно к тому месту, где у нас будет моечка. Везде стоят отсечные шаровые краны, причем где-то я обсчитался, не хватило одного резьбового ниппеля, потом еще докупал, допаивал. Ну а вот как выглядит система. Труба с водой 32 входит в дом, дальше идет вот такой переходник и переходничок уже полипропилен с американкой. Все это уплотнено специальной водопроводной уплотнительной нитью. Это у нас входит непосредственно холодная вода. Дальше стоит шаровый кран, который у нас закрывает всю систему. И отсюда вода расходится в две стороны. В первую сторону она у нас идет сначала к унитазу, стоит тройничок, опять же с отсечным краном. Дальше у нас идет подвод к будущей стиральной машине, опять же с краном. Дальше с краном идет подвод к бойлеру. Все это, конечно же, через предохранительный клапан заходит в бойлер. А из бойлера горячая вода уже идет во вторую трубу с будущей горячей водой. Тоже, конечно же, все с отсечными кранами. Здесь, как видите, у нас идет такое специальное ответвление на уровень пола. Через это ответвление мы будем опорожнять систему по морозам, когда будем на зиму консервировать домик, чтобы полностью из всех труб слить воду. Если холодная вода будет у нас полностью сливаться туда в систему, то горячей уходить некуда. Для этого был и создан данный краник. А сюда у нас будет подведен смеситель общий для раковины, для умывальника и для ванной. Дальше трубы уходят на кухню, и здесь будет кухонная мойка. Вместе между ванной и умывальником в ванной это будет у нас единственное место, где мы заштробили трубы. Здесь у нас вот будет такой вот переходничок специально под смеситель. Специально продаются вещи, чтобы не гадать потом расстояние между горячей и холодной водой на смесителе. Отмерил, отрисовал, проштробил под них штробу под холодную и горячую воду и в дальнейшем удлинил, запаял трубы. Конечно же, с отсечными кранами, чтобы всегда это можно было перекрыть и обслужить на всякий случай. В дальнейшем все это замажется, и в этом месте я хочу положить плитку. Тут спрятал специально, чтобы трубы не шли по плитке. Ну и вот итог. Полностью собранная система. Все проверено, течей нет, все уплотнено. Опять же, в бойлере и прокладки поставили, где нужно. В местах соединений все произолировано специальной водопроводной нитью. Лен не использовал, посоветовали именно нить. Ну, 2 года назад я точно так же на эту нить собрал входящий водопровод в колодце, и до сих пор все держится, все окей. Так что скоро у нас здесь будет кухня с холодной и горячей водой, а также ванна, туалет и умывальник. А теперь пришло время обустроить наш санузел. Будем укладывать плитку. Итак, плитку мы будем укладывать на стену и на пол. Для этого, как вы помните, с этой стороны мы специально не красили и не шпаклевали стены. Так адгезия плитки к стене будет лучше. Но было со временем решено уложить эту стенку полностью до конца тоже плиткой. Также мы будем укладывать пол плиткой, хотя изначально я хотел кинуть здесь ламинат. Но после мы поняли, что эта идея так себе, здесь будет очень сильная влажность, поэтому лучше плитка, иначе весь этот ламинат просто повзбухает. Вот, собственно, и сам ламинат. Дальше он будет уложен у нас на кухне.
А вот и плитка, которую мы будем укладывать. Это стеновая плиточка кераминовская серенького цвета и напольный керамогранит. Керамогранит у нас будет идти розовый, как раз таки под цвет стен. Получится, кстати, очень классное сочетание. И приятные светло-серые стеновые плиточки, которые после, конечно же, будут еще и профугованы. Укладывать все это дело мы будем на плиточный клей, специальный плиточный клей Ilmax 3100. Это клей повышенной фиксации. А в дальнейшем профугуем вюндеровской фугой. Чтобы резать плитку пополам, ну и делать всякого рода надрезы, был приобретен вот такой вот плиткорез. Взят он был в Гипере по акции, и, честно хочу сказать, не повезло, так себе инструмент. Также было приобретено достаточно много разных уголков, как внутренних, так и внешних. Это специальные уголки для плитки, которые в дальнейшем будут скрывать изъяны стыков. Итак, снимаем ванную, изначально выставив лазерный уровень. Луч уровня у нас стоит именно по той высоте, где мы будем потом ставить саму ванну непосредственно. А плитку мы будем укладывать не от пола, а чуть-чуть ниже борта ванной. Таким образом мы, во-первых, сэкономим, во-вторых, не будем мучиться вокруг коммуникаций. И сверху мы тоже оставим небольшую полоску буквально в 2-3 сантиметра, так называемое право на ошибку, потому что со швами мы можем угадать не всегда. И как всегда, любые работы у нас начинаются с грунтовки. Разводим грунтовку, в данном случае я пользую концентрат, и грунтуем ею полностью все стены, где мы будем укладывать плитку. Конечно же, после грунтовки стоит дичайшая влажность. Благо у нас здесь есть окошко. Проветриваемся, ждем пока высохнет. И тут я на самом деле очень сильно задумался именно про вентиляцию. Ведь вентиляцию мы не делали, поэтому об этом стоит тоже подумать. Цементной штукатуркой замазываем трубы, которые мы вштробливали здесь в стену. Ведь смеситель у нас будет стоять красивенько на плитке, чтобы не торчали нигде никакие трубы. И приступаем к работе. Изначально замешиваем клей. По поводу клея скажу, во-первых, замешивайте его так, как это указано в инструкции по эксплуатации, а во-вторых, делайте его погуще. Тогда работать будет гораздо удобнее, плитка будет меньше плыть по стене. И вот первые плиточки пошли, так называемые пробные. Намазываем стену клеем, проходим гребенкой и лепим на них плитку. Почему я именно сказал делать клей погуще? Потому что после того, как я прилепил первые две плитки, они постепенно начали сползать вниз. И для того, чтобы плитки не уползали, я закрепил снизу их саморезами. Просто ниже самих плиток вкрутил пару саморезов. Для этих целей есть на самом деле специальные бордюры, уголочки, но я их не приобрел, поэтому саморезов было достаточно. По поводу самого плиткореза. Инструмент достаточно простой, пользоваться им тоже достаточно просто. Но купленный дешевый плиткорез по акции оказался достаточно хилым, и при хорошем нажатии на него сама алмазная головка шла не идеально ровно. Надрез на плитке получался, грубо говоря, в виде полумесяца. Не знаю, сколько я не пробовал его резать плиткорезом, пару плиток я даже испортил. Но ровного надреза у меня так и не получилось, поэтому в дальнейшем большинство плиток я резал алмазной головкой на болгарке. В вырезе под смеситель я опять же делал непосредственно под уровень. Ставил уровень, луч ставил ровно в центр отверстия, туда, где будет вкручиваться смеситель, ставил плитку, заранее подготавливал уголки, чтобы она уже будто была на стене, и по этому кресту уже размечал, где будут вырезы под сами отверстия. Под левое, так и под правое. Смех смехом, но под рукой не оказалось ничего лучше, чем туба от туалетной бумаги, чтобы сделать круг.
Поэтому отчерчиваем нужные нам круги, и в дальнейшем по ним будет идти вырезка по плитке. Чтобы сделать две этих вырезки, фрезу я не покупал. Я просто насверлил дырок шуруповертом и в дальнейшем просто выдавил два данных отверстия. Все равно это все потом зафугуется и закроется экранами. Вырезку же под розетку делал болгаркой с алмазной головкой. Точно так же отмерил прямоугольник и аккуратненько болгарочкой все это дело прямо в плитке и вырезал. Рамка потом тоже все очень красиво закрыла все обрезы. И вот результат первого рабочего дня. Как видите, за первый день абсолютно неопытный человек может положить примерно 2 целых ряда плитки. Ну, с тем учетом, что здесь я пошел еще немножко вниз до пола. Напомню, все эти отверстия для розеток и для смесителя в дальнейшем будут закрыты вот этими уже заранее заготовленными плиточками. После того, как я сделал 2 полных ряда, я решил проверить, а поместится ли ванна, потому что в размеры я попадал практически впритык. И, слава богу, ванна поместилась. Зазор между ванной и плиткой составил буквально 2 мм впритык. Ну а вот сам процесс укладки плитки. Сначала я мазал клей на стену, в дальнейшем гребеночкой делал такие вот борозды. Чтобы в дальнейшем облегчить себе работу и сильно не пачкать, и в дальнейшем не вымывать швы из плитки, я сразу делал пальцем такие канавки и промывал плитку по углу мокрой тряпочкой. И в дальнейшем уже клеил плитку на стену. Сразу снизу подставлял пару плиточных крестиков, чтобы выдержать везде одинаковые швы. Швы, кстати, я делал по 3 мм. И клеил, фиксировал аккуратненько плиточку на стену. И так плитку за плиткой. Медленно, но верно продвигался к своей цели. Как видим, работа понемногу идет. Это у нас результат второго дня работы. Не полного, а именно я переезжаю на дачу после работы и ковыряюсь на ней по 3-4 часа. Не спеша, аккуратненько пытаюсь все это дело построить, отремонтировать. И на третий день уже было все полностью уложено. Снизу и доверху. Как я и говорил, сверху я оставил зазор примерно в 2 см. И в дальнейшем на этот зазор будет клеиться потолочный плинтус. После полной укладки стали видны все огрехи, особенно по углам. Если один угол у меня получился достаточно ровный и красивый, то по второму было видно, что снизу плитка впритык, а сверху щель уже чуть ли не в 1,5 см. Вот так вот ровно я либо выложил стены, либо отштукатурил. Отдельное внимание было уделено окну. Откосы я сделал на окне тоже полностью из плитки, и это у меня заняло целый день. Ровные аккуратные подрезки, подгонки, но получилось достаточно прикольно. На улице начало лета, а лета до сих пор и нет. Очень холодно на самом деле, 14-15 градусов и постоянные дожди. А в это время в прошлом году мы уже плескались в бассейне. В этом еще даже не поставили. В дальнейшем все это дело мы фугуем. Берем фугу, разводим ее в кастрюле с водой, опять же все так же, как сказано по инструкции. И начинаем все это дело втирать в швы между плитками. Фугование процесс достаточно простой. Берем специальный резиновый шпателек и вмазываем фугу прямо в швы между плитками. Даем ей подсохнуть буквально пару минут и в дальнейшем мокрой тряпкой снимаем абсолютно все излишки.
Получается вот такая вот красота. Хорошие, аккуратные, ровные швы. После этого плитку придется еще не один раз помыть, потому что фугу с плитки стереть не так просто. По углам вставляем специальные плиточные уголки, пластиковые. И эти уголки, хочу сказать, скрывают абсолютно все изъяны. Здесь вы можете видеть именно тот угол, в котором у меня получилась большая щель. После того, как поставил уголок, уголок все скрыл и ничего не видно. А наружными уголками мы делаем красивый кантик, красивую рамку вокруг нашего окна. И, конечно же, опять же, фугуем все швы внутри. Окно получилось вообще отличное. Его можно использовать даже вместо полочки, ставить все шампуньки и гели для душа именно на него. Ну и вот примерно спустя неделю работы с плиткой получился вот такой вот результат на стенах. Все достаточно ровно и красиво уложено. Поставлены везде уголочки, как внешние, так и внутренние. И в дальнейшем мы сюда будем вкидывать ванну. Поставили ванну, поставили смеситель. Сразу собрал, поставил розетку, чтобы проверить, закроется ли все рамочками. Все закрылось, все красиво. Ну а дальше продолжаем делать пол. Начинаем укладывать плитку на пол. Плитку на полу раскладываем по тому же принципу, как и на стене. Сначала на пол наносим клей, в дальнейшем разгребаем его гребеночкой и от угла плиткой за плиткой укладываем плитку на полу. Напомню, используем плитку кераминовскую, специально для пола, керамогранит, керамомараци. Очень красивая, хорошая, качественная плиточка. Причем геометрически ровная, поэтому рекомендую. Пользуем все тот же клей, клей для плитки повышенной фиксации. Почему именно повышенный? Да просто так, он не сильно дороже обычного. Но будем надеяться, что держать будет накрепко. Плитку за плиткой укладываем, точно так же в швы между плитками вставляем плиточные крестики, чтобы выдержать все швы ровненько по 3 мм. И делаем разного рода подрезки, как в углу, так и под те места, где у нас будут стоять ножки от ванны. Не хотелось, чтобы все это дело упиралось на плитку, а стояло именно на бетоне снизу. А в дальнейшем все это дело, конечно же, профуговываем все той же фугой. Ну и вот что у нас получается. Красивая ровная плитка на полу, которую получилось положить даже без сильных перепадов. По углам точно так же поставлены плиточные уголки, которые скрывают у нас все изъяны сбоку. Из плиточного уголка также собран и внешний угол, причем получилось тоже довольно неплохо. Ну вот, в принципе, по плитке и все. В целом, за неделю я заложил как стены, так и пол, и даже успел наклеить потолочные плинтуса. Вкинули саму ванну, поставили смеситель, собрали розетку. Ну а дальше будем облагораживать внутри помещения. А теперь пришло время положить на кухне ламинат. Прошел примерно месяц с того момента, как мы залили жидкий пол у себя на даче в нашей кухне. И теперь можно по нему раскидывать ламинат. Пол получился, кстати, ровный, без ям и бугров, поэтому все будет сделано красиво. Изначально кладется подложка, а в дальнейшем на нее мы будем раскидывать ламинат. Ламинат брался бюджетный, кроноспановский ламинат.
класса 33AS5 или AC5. Я думаю, знающим людям будет виднее. Для обычного бытового использования такого ламината будет выше крыши. И вот сам процесс работы. На самом деле все достаточно просто. Изначально мы раскидываем подложку, подрезаем все ровненько под размер комнаты, оставляем по сантиметру по зазору и связываем между собой данную подложку армированным скотчем. Обратите внимание, даже в инструкции к подложке написано, что она должна идти перпендикулярно укладке ламината, как мы и сделали. А в дальнейшем по ней начинаем раскидывать ламинат, полоску за полоской. Ламинат обязательно укладывается с зазором от стены, причем со всех сторон. Зазор выдерживается при помощи вот таких вот уголков и составляет примерно по сантиметру от каждой стены. Таким образом, он не вздуется и не встанет бугром посреди комнаты. Во время укладки мы резали досточки просто болгаркой с алмазным диском. Такой диск позволяет отрезать доску ламината без всяких зазубрин, получается достаточно ровно и красиво. Сам процесс укладки ламината достаточно простой. Изначально мы собираем целиком полоску по всей длине комнаты, а потом вставляем ее в паз предыдущий, тем самым продвигаясь по комнате. После того, как мы положили полоску ламината, мы аккуратненько подбиваем ее резиновой киянкой. Таким образом, данная полоска защелкивается в предыдущей и держится в ней намертво. Ну а дальше точно так же. Прокладываем по комнате дальше подложку и постепенно раскладываем на нее ламинат, полностью соблюдая зазоры со всех сторон. Ну и вот что в итоге получилось. 20 квадратных метров ламината вдвоем с женой мы положили примерно за 4-5 часов. Все было сделано за один день. И даже когда купили, остались излишки, которые были успешно возвращены в магазин. После того, как положили пол, в помещении сразу изменился внешний вид. Теперь это не кажется стройкой, а кажется уже обычным жилым помещением. Осталось поставить плинтуса и купить расставить кухню. Ну а сегодня я вам расскажу, как мы в дальнейшем все это обустраивали. Итак, начали мы все дело с бойлера и с вентиляции. Мы сделали в санузле полностью трубопровод, развели холодную горячую воду, развели канализацию и в дальнейшем начали ставить ванну. Ванну мы купили пластиковую, обычную акриловую ванную, одну из самых недорогих, но все было рассчитано под размер. Ванну мы взяли 70 на 160, и она стала у нас ровненько от стены до стены, даже по плиточке. От плитки остался зазор буквально в 5 мм. В дальнейшем на ванне мы стали делать экран. Экран мы делали самостоятельно, из пластиковых панелей и различных вот таких вот П-образных профилей, аксессуаров для него. Причем дочь выбрала не белые панели, а со звездочками. Чтобы сделать простой экран из пластиковых панелей на ванне, я взял два деревянных бруска, ровненько их поставил, один из брусков закрепил на саму ванную, благо там есть под это места, куда можно крепить такие вещи, второй на уголки засверлил к полу, и в дальнейшем на все это дело крепились пластиковые панели. Вот так вот брусочки выглядели после крепления. Все под уровень, ровно вертикально друг напротив друга. Как видите, все коммуникации у нас очень удобно и удачно разместились под ванной. В дальнейшем подрезаем панели под размер, снизу крепим П-образный профиль и сверху тоже, и начинаем вставлять в него панельки, подгибая их. Тем самым у нас получается самодельный экран. Также у нас будет два обслуживающих люка. При помощи одного можно будет открывать и закрывать
саму воду и сливать ее на зимний сезон, если это потребуется. А через второй лючок просто можно будет сделать ревизию под ванной, смотреть, допустим, тот же самый сифон, на всякий случай. Лючки я в дальнейшем крепил на жидкие гвозди. И вот как получился сам экранчик. Получилось очень здорово и классно. Выглядит все очень гармонично вместе с ванной. Если сравнивать по стоимости готовый экран и то, что я сделал, поверьте, разница в деньгах почти в 4 раза. Вот наш смеситель. Смеситель брали, опять же, один из самых недорогих. Вполне пойдет для дачного варианта. Посмотрим, сколько прослужит. Ну, а про розеточки я уже рассказывал. Розетки у нас влагозащищенные, специально для ванны. С герметизацией ванной, конечно, вышла одна неурядица. Изначально я ее по кругу просиликонил, как выяснилось, мало. И еще вдобавок к этому на кислотный силикон я приклеил вот эти вот боковые плинтуса для ванны. Сейчас этого не видно, но через недельку плинтуса буквально начали скручиваться и съеживаться. Все-таки кислотный силикон дал о себе знать. Обязательно берите нейтральный, иначе все испортите. Я отрывал и заново все пересиликонивал. Следующим на очереди идет унитаз. И с этим нам повезло. Он достался нам на халяву, его мы не покупали. Нам его отдали родители, которые предварительно его купили для себя, но им не совсем понравился дизайн. Поэтому он уехал к нам на дачу. Чтобы закрепить унитаз, был куплен комплект готовых креплений специально для этих целей. И в дальнейшем все это дело было красивенько закреплено непосредственно к полу через плитку. Для этого мы ставим унитаз, отмеряем фломастером отверстие, где мы будем делать дырки. Берем перфоратор, аккуратно, не разбивая плитку, просверливаем 2 отверстия, вбиваем в них дюбеля, ставим на место унитаз и закручиваем имеющиеся в комплекте саморезы. Тем самым получаем закрепленный унитаз. И подключаем его к воде. После этого все, система работает. И как же, конечно, облегчает жизнь унитаз внутри дома. Столько лет мы ходили на улицу в обычный деревенский туалет, и вот она радость. Теперь у нас на даче будет хороший цивилизованный туалет. Следующим у нас на очередь идет раковина. Раковину мы покупали новую, и вместе с ней покупали вот такую вот подставочку, так называемый тюльпан. На него она будет опираться. Делаем, опять же, отверстие в стене, аккуратненько все это дело размечаем, вставляем в них дюбеля, и в дюбеля уже вкручиваем идущие в комплекте длинные направляющие, на которые уже будет крепиться непосредственно сама раковина. А дюбеля, напомню, мы используем специальные для газосиликатного блока, потому что нагрузки здесь достаточно большие, и весят все эти керамические вещи много. Обычные пластиковые дюбеля может просто повырывать из газоблока. А с этим ничего не случится. Таким вот образом мы крепим 2 направляющие. В дальнейшем собираем уже всю арматуру на самой раковине. И вешаем ее на стену. Следующим на очереди идет шкафчик. Ведь нужно куда-то ставить все свои умываки. Шкафчик нам тоже любезно предоставили родители. Этот шкафчик мы отмерили по креплениям и просто на 2 крючка, опять же, в стену на дюбеля для специального газосиликатного блока повесили и заставили своим умывальным хламом. Теперь вот такая вот красота вместе с зеркалом у нас висит в ванной. И, кстати, в дальнейшем был заменен дождик от дешевого китайского смесителя, потому что он был, если честно, ни о чем. А мы купили хороший широкий. Теперь мыться гораздо приятнее. Была повешена вот такая вот шторка. Шторка практически непрозрачная и имеет зеркальный отлив. Когда за ней стоит человек, его практически не видно, что удобно для совместного санузла. Маленький коврик,
ведерко, чтобы не забивать канализацию. И, конечно же, стиралка. Стиралка решает. Стиралка у нас дома не останавливается никогда, потому что дома есть маленький ребенок. В дальнейшем была поставлена межкомнатная дверь из акашпона с хорошей фурнитурой и матовыми стеклышками. Теперь можно в туалете полноценно закрываться. Вот такой вот получился санузел. Итого по размеру у нас 1,6 на 2,5 метра. В нем умещается у нас стиралка, бойлер, унитаз, умывальник, шкафчик и ванная. И внутри вполне достаточно места. Получилось очень даже не тесно. Полноценная ванная с туалетом. Как давно нам не хватало этого на даче. Только фактически ради этого и затевалась вся эта стройка. Теперь мы очень рады. Теперь можно полноценно прожить здесь все лето. А если в дальнейшем еще и сделать толковое отопление, либо газ, либо электро, то можно приезжать и оставаться даже на выходные зимой. И вот в дальнейшем, как преобразилась наша кухня. После укладки ламината мы вплотную занялись обустройством самой кухни. Причем, опять же, все было размечено таким образом, что при покупке модульной кухни, отдельных шкафчиков и холодильника у нас все становится ровненько по кухне по длине, по ширине и без зазоров. С одной стороны у нас столешница 60 см, с другой 140 см, куча шкафчиков для посуды. Был приобретен еще шкафчик на стену, на другой стене над микроволновкой в дальнейшем будут полки. Ну, конечно же, дело наживное. Еще куча всего. Еще подоконники. И так по мелочам. Но уже даже в этом состоянии очень комфортно и уютно все это дело пользоваться. Перешел, приготовил, покушал. Это уже не то, что было раньше. Что касается бытовой техники, холодильник мы купили бэушный, а микроволновку привезли старую из города, в город купили новую. Чайник здесь был, приобрели еще электроплитку, и с нами на лето приехала сюда наша кофемашина, о которой я рассказывал отдельно. Кофемашина, конечно, тема. Всем советую. Это вам не растворимый кофе пить, это целый ритуал. А в этом углу в дальнейшем у нас будет либо шкаф-купе, либо будет висеть котел. Но мы еще думаем, что и как там обыграть. Это планы на будущее. На данный же момент у нас стоят вот такие вот 2-киловаттные электроконвектора, которые подключены к умным розеткам. Тем самым их можно включать и выключать со смартфона, даже когда мы сюда едем, если на улице прохладненько. Также эти умные розетки у нас подключены вместе с умным градусником. Отопление включается, когда температура падает ниже 21 градуса, и выключается, когда больше 22,5. Тем самым поддерживается комфортная температура. Ну и как же не похвастаться художеством своей дочери. Вот такую вот красоту она у нас рисует на уроках рисования. А теперь начинаем потиху все это дело облагораживать. И пришло время плитки. Со стороны порога мы будем укладывать отмостку плиткой, а в дальнейшем строить на данной плитке, на этой небольшой площадке, небольшое деревянное крыльцо. Плитки у нас осталось достаточно много еще с 2019 года, когда мы делали на даче первый ремонт. Плиткой у нас была уложена площадка перед домом. Она была успешно демонтирована перед строительством пристройки и аккуратненько сложена до надобности. Итак, пошла работа. Расстояние отмеряем ровно на 6 плиток. Площадку будем делать небольшую, потому что рядом с домом у нас проходит въезд от машины, и я не хочу смещать его в сторону. Пока делаем так. Укладываем с двух сторон 6 плиток, натягиваем между ними веревочку, проверяем диагонали, чтобы получился обязательно ровный прямоугольник,
И начинаем потиху выкапывать траву, землю и так далее. Делать ровную площадку. А чтобы она была ровной, нам обязательно потребуется лазерный уровень. Ставим лазерный уровень и по уровню уже начинаем все это дело маркировать и копать. Получается достаточно ровно и аккуратно. Копаем вглубь немного, позже подсыпаем немного песка. Вот как это дело выглядит. Лопатой подкапываем, шуфлем все это дело аккуратненько, убираем и в дальнейшем правилом протягиваем, делаем ровную площадочку, постепенно подсыпая песка, где нужно, и все это дело хорошо трамбуя. Итак, площадка готова. Теперь можно приступать непосредственно к укладке плиткой. Плитка у нас будет использоваться толщиной в 8 см. По ней может даже машина ездить. И вот как выглядит все это дело. Мы отмерили ровно на 6 плиток, никакого подреза нам в дальнейшем не потребуется. Укладываем 6 плиток, получается красивый ровный узор. И в дальнейшем по кругу обкладываем все это дело бортом. Для работы нам потребовалось всего два инструмента. Это уровень, чтобы было все ровно и красиво, и резиновая киянка. Киянкой я в прямом смысле слова вбивал плитку в землю, чтобы она сразу трамбовалась и не шаталась. По краям мы обязательно пускаем бордюры. Использую я обычный полуметровый садовый борт. Понадобилось мне примерно 15-16 штук. И все это дело я просто вкапывал по периметру. Вот как это выглядит. Аккуратненько уложенная плитка, и ее со всех сторон подпирает борт. При всем при этом площадка под ней утрамбована, уложено небольшой слой песка, и все идеально выровнено. Уже и куча наша подходит к концу. Бордюры я просто закапывал. И да, я знаю, что его, конечно же, лучше бетонировать. Но бетонировать, если честно, не хотелось, потому что в дальнейшем эта площадка еще может будет и переделываться, пока это как временное решение. Да и на глубину я закапываю достаточно большую. Сильных подвижек грунтов у нас здесь нет. Думаю, никуда не убежит. Ну а после того, как мы уложили плитку, берем ведро, берем сито, через это сито просеиваем песочек и получаем очень-очень мелкий песок. Потребуется он нам для того, чтобы засыпать в швы между плитками, чтобы они даже не думали двигаться. Высыпаем на плитку немного песка и начинаем кистью все это дело заглаживать, заметать непосредственно в швы. Тем самым получается полностью ровная монолитная площадка. И, конечно же, как только мы беремся за работу, сразу начинает идти дождь. Дождь, кстати, шел 2 дня, и целых 2 дня нам пришлось ждать, пока все это дело пройдет и подсохнет. Весь в грязь плитку ложить не хотелось. Ну и вот конечный результат. Все ровненько, красивенько, аккуратненько уложено. И, надеюсь, послужит нам долго. А в дальнейшем поверх мы построим аккуратное деревянное крылечко. Итак, недавно мы положили плитку рядом с нашей пристройкой. И до этого все равно прыгали по блокам. При этом мы делали небольшой такой участок данной плитки, потому что здесь у нас находится проезд, и сужать его не хотелось. А крыльцо мы будем строить, как говорится, из палок и сопутствующих материалов. После того, как мы построили крышу, у нас осталось 5 деревянных балок, 5 обрезок и немножко доски. Использовать мы будем балки 50 на 150. Из них мы будем собирать непосредственно упорный скелет нашего крыльца. Еще 2 года назад мы купили вот такую вот электропилку от фирмы Vortex. И я хочу сказать, что это очень классный инструмент. Нажал кнопку, и все случилось. Не нужно ни заправлять, ни дергать, ничего. Ей мы аккуратненько отпиливаем все лишнее после того, как мы собрали вот такую вот боковину. Их будет 2. В дальнейшем они будут скрепляться между собой и составлять скелет нашего крыльца.
Первую мы используем как шаблон и ровненько на ней строим вторую, чтобы они были абсолютно идентичны. При этом вторая у нас будет в зеркальном отражении, чтобы внутренние части обоих боковин были именно внутри. Точно так же все ровненько и красивенько отпиливаем по углам и в дальнейшем приступаем к сборке. Ставим их вертикально и скрепляем между собой вот такими вот продольными балками. А здесь мы используем брус 5 на 10. Ну, а именно остатки от него. Опять же обрезки. То, что валялось по двору. В дальнейшем приступаем к установке ступеней. Чтобы сделать ступеньки, нужно поставить вот такие вот упорные бруски. И их мы обязательно ставим под уровень. Ведь мы хотим, чтобы ступеньки были ровные. Ступени собираем из двух частей. Одна доска 50 на 150 и вторая 10 на 50. Получается прочно и общая ширина 25 сантиметров. Этого вполне достаточно для взрослого человека. 15 было бы мало. По центру на все это дело ставим еще один брус 50 на 100. Он будет упором для пола, чтобы он не прогибался, потому что ширина крыльца получается примерно метр. Вот скелет собран. Получается прочно, нигде ничего не шатается. И в дальнейшем обшиваем его доской. Доску мы будем опять же использовать ту, которая у нас оставалась. У нас оставалось 7 вот таких вот досок, 8,5 на 4 метра. Их мы напиливаем на нужные нам длины и друг за дружкой ровненько закрепляем. Тем самым получаем ровный пол. А это следующий день. Пол зашит, все получается достаточно ровно и красиво, но это же дерево не шлифованное, а нам такое не пойдет. Хочется, чтобы было все очень аккуратно и красиво, да и ноги босиком не поколоть, за нос не загнать. Поэтому берем болгарку, ставим на нее шлифовальный круг и начинаем долго и упорно все это дело шлифовать, почти до ровного зеркального состояния. Пылище, конечно, стояло ужасное. Чтобы зашлифовать эти 2,5 квадратных метра, я потратил 3 или даже 4 часа. Но зато получилось очень четко. Зашлифовываем полностью верх пола, все острые углы, зашлифовываем ступени. После этого приступаем к дальнейшим работам. В дальнейшем будем собирать верх нашего крыльца. Оно тоже будет гладким и все будет зашлифовано. Но вертикально шлифовать, да и на весу уже неудобно, поэтому заранее зашлифовываем каждую деталь. Вот в какую красоту превращается обычный необрезной, неошлифованный брус после того, как его шлифануть болгаркой. Вопрос, зачем платить больше? И, кстати, вот таким вот кругом шлифовать гораздо удобнее, чем обычными наждачными кругами. Столбы на нашем крыльце мы будем крепить вот на такие вот специальные крепления. Их будет всего 4. Сильно заметно их не будет. А с музыкой работать веселее. Колоночку мы когда-то купили на Алике, и она весь день заряжается вот от такой вот солнечной панели. В принципе, все отлично хватает, все работает, рекомендую. Закрепляем наши столбы. Можно сказать, это единственное, что было куплено. Все остальное, как я уже говорил, у нас было. Мы собирали это фактически по двору. Собираем верхнюю часть, скрепляем полностью весь каркас в прямоугольник, также ставим центральную опору и в дальнейшем крепим крышу. А для крыши мы использовали обычный профлист,
чтобы все это выглядело гармонично вместе с нашей существующей крышей на нашей новой пристроечке. В принципе, получилось очень даже. Дальше собираем перила. Берем брус 5 на 5, точно так же зашлифовываем его до блеска, вбиваем в него сверху и снизу 2 гвоздя, вбиваем саму перилину непосредственно в пол, снизу и крепим саморезом, а в дальнейшем наверх будет набиваться уже перила. Перила мы делали, опять же, из бруса 5 на 10. Тем самым все ровненько становится и нет никаких перекосов и зазоров в материале. И финальным штришком у нас идет вагонка по низу крыльца. Обрезки вагонки нам любезно предоставил сосед. Мы их обрезали под размер и полностью по кругу обшили наше крылечко. Вот такая вот красота получается. При всем при этом затрат только на 4 столба и на 3 профлиста. Но оставлять его просто так, в виде дерева, нежелательно, потому что все это дело очень быстро убьет солнце. Поэтому берем специальную пропитку для дерева и покрываем полностью все наше крыльцо сверху донизу. После того, как его покрыли, было ощущение, что мы покрыли его лаком. Оно стало глянцевое и как будто такое мокренькое. Но этот эффект прошел буквально за день. Пропитка впиталась и перестала блестеть. И вот конечный результат. Что скажете? По-моему, получилось очень даже ничего. Достаточно удобные широкие ступени, высота между ними примерно 18 сантиметров, подниматься легко и ногами ни за что не цепляешься. Единственное, что пришлось изменить в конструкции здания, это всего лишь перевесить нашу камерку, потому что верхняя часть крыльца проходила ровно там, где она висела. Теперь она смотрит ровно на крыльцо. Про вентиляцию. Итак, в предыдущей серии я рассказывал, что мы поставили на окна приточные клапана, и в принципе уже сразу стало лучше, стало свежее. Напомню, дом мы утеплили настолько сильно, что в нем просто не циркулирует воздух. У нас нет ни приточной, ни вытяжной вентиляции. А вот это вот небольшое отверстие в стене, которое мы в ванной делали как приточно-вытяжную вентиляцию, к сожалению, абсолютно не дало никакого эффекта. Поэтому мы туда поставили вентилятор и начали делать обычную вентиляцию. Итак, заходим в жилое помещение и размечаемся, где и что мы будем делать. Мы будем сверлить в потолке дыру непосредственно в спальне, мы будем сверлить дыру в потолке в зале и будем делать в ванной и на кухне. А вентиляцию мы будем собирать из обычной 110-й канализационной трубы. Почему не из белой вентиляционной? Да потому что очень большая разница в цене, на данный момент почти в 2 раза. И будем ставить в помещениях вот такие вот пластиковые красивенькие диффузоры с москитной сеткой. В принципе, больше нам ничего не потребуется. Залазим на страшный темный чердак нашего старого дачного домика и начинаем размечаться, думать, где, что и как мы будем пилить-сверлить. Для начала нужно раскопать 15 сантиметров соломы, которым укрыта крыша на чердаке. Кстати, отличный утеплитель. Берем наш шуруповерт, идем к соседу, просим у него вот такую вот коронку 100-миллиметровую, вешаем на шуруповерт и пропиливаем аккуратное, красивое отверстие в досках в потолке.
Вот как все это дело в дальнейшем выглядит. Отверстие подготовлено, можно приступать к монтажу. Пластиковая белая вентиляционная труба нам все-таки потребуется, но всего лишь метрик, который мы распилим на 4 части по 25 см, и она будет выполнять роль вот такого вот переходника из помещения непосредственно на чердак. А серая канализационная труба в дальнейшем будет на нее просто вот так вот сверху одеваться, и будет монтироваться вся система вентиляции. А чтобы все это дело хорошо перелегало друг к другу, берем изоленту, делаем из нее 2 уплотнительных кольца и после сверху плотно-плотно одеваем нашу 110-ю вентиляционную трубу. И так абсолютно во всех выходах. Одели трубу, все это дело сидит очень плотно, благодаря нашим уплотнительным кольцам из изоленты. И в дальнейшем начинаем монтировать потихоньку всю систему, собирая колено за коленом. Внутри помещения мы берем наш диффузор, разбираем, крепим его непосредственно крепежное кольцо, и в дальнейшем на это крепежное кольцо одеваем уже красивую крышечку с москитной сеткой. Вот так это будет выглядеть в помещении. В принципе, очень даже достойно. Если честно, они даже абсолютно не бросаются в глаза на белом потолке. Возвращаемся на чердак, делаем второе отверстие в зале, точно так же ставим канализационную трубу и начинаем монтаж нашей системы. Колено за коленом, труба за трубой. Если вы смотрели наши предыдущие видео о том, как мы монтировали внутреннюю канализацию в нашей новой пристройке на даче, то, напомню, мы сначала перекидываем трубы, вынимая из них уплотнительные резинки. После вставляем все резинки и уже делаем конечную сборку, смазывая края подсолнечным маслом. Тогда трубы одну в одну легко вдвигаются. А вентиляция у нас будет не простая, а с принудительным мотором. Для этого из 2 канализационных колен под 45 градусов мы сделаем вот такую вот интересную приблуду. Будет один вход и один выход, но он будет раздваиваться на 2 колена. В одном будет стоять мотор, через который при включении принудительно продувается воздух через всю систему, а второй просто свободный. В нем непосредственно свободный ход воздуха. Когда будет выключен мотор, чтобы вентиляция работала естественным образом, и мотор не загромождал проход в трубе. 2 в одном, и естественное, и принудительное. Переходим на чердак нашей новой пристроечки и продолжаем монтаж здесь. По сути, все то же самое. Точно так же раскидываем сначала трубы без уплотнительных резинок, перекидываем что где станет, размещаемся, отрезаем под размер и в дальнейшем уже начинаем монтаж. Следующим этапом нам нужно выйти на улицу. Ставим уровень, отмеряем ровную полоску, как будет идти труба, и специально чуть в стороне от нее мы вырезаем отверстие в стене. Также вырезаем отверстие непосредственно в ванную и вырезаем отверстие на кухню. Вот наше отверстие. Выйдет оно как раз рядом с вентиляционной трубой нашей канализации. Будет рядом 2 аккуратненькие трубы. В принципе, все достаточно эстетично. А из вот таких вот специальных держателей колец мы соорудили вот такие вот подставочки, используя еще деревянные бруски. Тем самым наша вентиляция не будет болтаться по чердаку, а крепко-накрепко стоять в одном месте. И вот прошла сборка, можем видеть результат. Все красиво в один уровень установлено, уже выведена труба на улицу. Закреплен наш принудительный вентилятор. От него еще будет проводка идти непосредственно в кухню. И продолжаем монтаж сопел кухни и ванной. Опять же ставим вот такую вот пластиковую решеточку,
все это дело будет у нас стоять в ванной, в кухне и в 2 комнатах. Также протягиваем провод, и он будет подключен у нас к умной розетке. Вентиляция вместе с умной розеткой будет дружить непосредственно с умным градусником и гидрометром. И по команде будет включаться или выключаться. Ну и вот как выглядит уже полностью смонтированная вентиляция на чердаке нашей кухни. Прямая труба с выходом и принудительным вентилятором непосредственно на улицу, и от нее отвод, который уходит в туалет с ванной и на кухню. Больше никаких колен не предвидится. Также у нас оставался утеплитель вата 5-сантиметровая. При помощи этой ваты я также утеплил всю вентиляционную систему. Это необходимо для того, чтобы во время холодного периода, холодного времени года внутри трубы не образовывался конденсат. И вот как выглядит вывод непосредственно на улицу. Все смонтировано, все готово. Теперь будем дышать свежим воздухом, не будет духоты и сильной влажности. В предыдущих видео я рассказывал вот про такие вот электрообогреватели Thermex, которые у нас подключаются по Wi-Fi к умному дому. И с их помощью мы будем организовывать себе электроотопление. Поехали! Итак, напомню, купили мы таких 4 штуки. Это у нас будут основные нагревательные элементы. На кухне, в туалете и в 2 комнатах. А в нашем зале 18 квадратных метров. Напомню, данный обогреватель 2 киловаттный, его мы будем вешать как раз таки под окошко. И в спальне, которая по площади чуть меньше, 16 квадратных метров. Точно такой же 2 киловаттный обогреватель под окно. 2 киловаттник еще на кухне и 1 киловаттник в ванной. Также мы будем использовать и старый обогреватель. Его мы тоже повесим на кухне, так как она у нас 22 квадрата. Но он будет висеть просто как запасной. Также к электроотоплению можно подключить бойлер, что мы и сделаем, и в дальнейшем еще оставим запас под электрический полотенцесушитель. Под него мы сделаем отдельную розетку. Напомню, что я подразумеваю под электроотоплением. Мы будем полностью менять электросеть нашего дома, ставить 2 счетчика и 2 тарифа. На один тариф у нас будет отопление по 4 копейки, на второй 19, как тариф с электроплитой. Чтобы это сделать, нам нужно полностью поменять ввод в дом. Для примера, вот у нас через дорогу идет основная линия, опорный столб, и в дальнейшем все это дело входит во фронтон. Берем нашу очень вместительную машину, садим в него себя, электрика и едем, закупаемся. Кучей всего. Данные трубы, кстати, длиной в 3 метра, и они ровно от ног пассажира и до заднего стекла. Даже крышка багажника закрывается. Санта-Феха – супер вместительная тачка. Потребуется очень много разного рода проводки. СИПы, внутренние провода, разного рода коробы, трубы, шланги. Выбирал и покупал все это я не сам. Со мной ездил квалифицированный специалист, который в дальнейшем все это и монтировал, поэтому он знал, что ему нужно покупать. Закуплено было очень много всего. На все про все потрачено было около 3000 белорусских рублей. Это вот только на всю вот эту вот проводку и все эти детали. 3000 белорусских рублей это примерно 1200-1300 долларов на сегодняшний день. Мы будем использовать вот такой вот пластиковый короб для автоматов, разного рода вводные автоматы. Покупалось все не самое дорогое, не Легранды, брались ИЕКи, это средний ценовой диапазон. Брали специальные розетки, которые в дальнейшем будут опломбироваться. Под них подрозетники, тоже разного рода крепежи, переходники, всякие крепежные планки. Вот для примера сам шкаф, в котором будет располагаться счетчик непосредственно на улице. Внутренняя проводка, 3 жилы по 1,5 и разного рода маленькие проводочки, которые будут у нас идти внутри непосредственно счетчика разводиться и так далее. Вот так все это дело выглядело до того, как мы начали демонтировать счетчик в доме. Напомню, у нас был один общий счетчик по тарифу 25 копеек за киловатт, а будет 2, отопление 4,
а все остальное 19 копеек. Кроме этого, было закуплено еще куча разного крепежа для проводки на улице, ведь мы полностью, повторюсь, переделываем ввод в дом, всю внешку. Итак, начинаем с проводки непосредственно в самом доме. Мы будем разводить провода здесь 3 жилы по 1,5. Сначала мы делаем отверстие в потолке и начинаем аккуратненько растягивать данный кабель. Как видим, это ВВГ PNG ALS, специально не дымящийся, 3 на 1,5 мм на 0,66 киловольта. Производство Беларусь кабель, если мне не изменяет память. Такой провод будет подведен к каждому конвектору, отдельно, к каждой розетке. И даже будет делаться еще заземление. Это обязательно, поэтому у нас 3 жилы. В дальнейшем, чтобы эти страшные черные провода у нас не торчали, мы все это дело прячем в красивые тоненькие белые короба внутри дома. Оставляем хвосты, где в дальнейшем будут крепиться розетки. И все это дело достаточно красиво выглядит. С чердака через короб мы спускаем весь этот жгут проводов. Здесь у нас будет висеть непосредственно внутренний первый щиток для электроотопления. И вот начинается сборка внешнего электрощита. Сначала просто примерка, что, куда и как разместить. Электрик все думает, собирает, пересматривает, а в дальнейшем, как определиться, что где будет размещено, так и соберет. Кстати, получилось круто, все удобно. Хорошо, когда работает квалифицированный специалист. Кроме всего прочего, у него с собой был вот такой вот классный набор. В нем есть все. Любые зажимы, болтики, проводочки и инструменты. В общем, ищите квалифицированных специалистов. Тем временем мы вешаем наши конвектора. Напомню, они могут быть не только на колесиках, но еще и на подвесах на стену. В доме, в спальне и в зале у нас стены гипсокартонные, поэтому вешаем мы их просто на вот такие вот дюбеля-бабочки. Делаем 4 отверстия, вставляем данные дюбеля, закручиваем саморезы и навешиваем на них конвектора в специальное отверстие. Благо здесь все предусмотрено. Ну, предварительно, конечно же, снимаем ножки. А тем временем наш электрик занимается сборкой внутреннего электрощитка. Этот щиток, напомню, идет конкретно на электроотопление. И как вы видите, в нем куча диффов. Все эти диффы идут на абсолютно каждую точку. Отдельный дифф, отдельная розетка. И вот пришло время снимать счетчик внутри дома. После того, как он будет демонтирован, здесь будет установлен вводной автомат. Также будет немного изменена разводка по автоматам, которые у нас существуют сегодня. И вот собран уличный электрощит. Как видим, установлено 2 счетчика, 2 вводных автомата. Внутри у нас будет еще и розетка, которая будет на отдельном автомате. И еще будет отдельный автомат, который мы оставим пустым. В дальнейшем мы к нему баньку подключим. А вот таким вот образом разведена проводка по чердаку. Все провода спрятаны в металлорукава, изолированные в ПВХ. Здесь у нас идет большой толстый металлорукав, в нем СИП-провода, которые уходят непосредственно в щиток в доме, который идет на обычную электросеть. А вот так все разведено со стороны пристройки. Точно так же весь жгут проводов уходит в то место, где у нас будет висеть щиток для отопления. Все провода абсолютно подведены к каждым точкам отдельный провод. Абсолютно все провода в металлорукавах с ПВХ-изоляцией. И нигде ничего лишнего не болтается. Все красивенько закреплено, все красивенько заизолировано. И вот так вот через стену выходит на улицу. Так выглядит внутренний щит на отопление перед пломбировкой.
Как видите, все очень профессионально собрано, вставлен запас проводов, все красиво загнуто, нигде ничего не болтается, все четко закреплено. Кроме этого, пришлось добавить второй короб, чтобы было больше пространства для проводов. А вот как изменилась внешняя проводка. Теперь вместо 2 проводов у нас сразу 4 заходят в трубу, то есть у нас трехфазный ввод на 380 вольт. Оттуда у нас выходит по второй трубе, опять же наверх столба, уже 10 проводов, 2 жгута по 5, заходят в дом, каждый к своему шкафчику. Это уже финал сборки уличного щита. Как видите, у нас все подписано, 2 счетчика, один на отопление, один общий, автоматы вводной и отдельный на отопление, розетки и так далее. Также можно заметить, что все хорошо разведено, опять же оставлены запасы на всякий случай, все красиво собрано, нигде ничего не болтается. Так выглядит финальная сборка уже непосредственно щита для отопления внутри. Вводной автомат и везде дифы. Все красиво закрыто и опломбировано, нигде ничего не торчит. Единственное, пришлось добавить второй короб. Так было легче развести проводку, и на самом деле сильного внешнего вида это не меняет. А вот как выглядят розетки в сборе. Висит наш конвектор на стене, и как видите, рядом с ним розеточка. Конвектор из розетки выключить уже нельзя, потому что розетка опломбирована. Ставится специальный подрозетник, в него специальная розетка. Аккуратненько все это дело туда включается, закрывается крышка и ставится специальная пломба энергосбыта, которую срывать нельзя. Пломбируются абсолютно все розетки. Кстати, даже наш старый нормановский конвектор тоже можно вешать на стену, что мы в принципе и сделали. Теперь у нас все висит на стенах. Вот так это выглядит в комнатах. В зале висит на стене и в спальне висит на стене конвектор. Также рядом с ними розеточки, и напомню, что все опломбировано. Теперь данные электроприборы из розетки не выключить, но благо на них есть физические кнопки выключения. А если что-то сломается и нужно будет отвезти по гарантии, то для этого сначала нужно вызвать электрика из энергосбыта, который приезжает, описывает и открывает. Вот был снят счетчик и вместо него поставлен вводной автомат. Теперь у нас 2 группы автоматов, кстати, еще разделены и по фазам. Нагрузка на электросеть будет меньше. Это шкафчик разводки обычной электропроводки, в которой будут задействованы стандартные розетки. А вот так это дело выглядит у нас в ванной. Здесь у нас будет, напомню, аж 3 розетки. И все это идет по одной линии, потому что здесь потребление не очень сильное. Здесь у нас висит на 1 киловатт обогреватель, который в основном будет работать в режиме полукиловатт. 1,5-киловаттный бойлер, который будет включаться и выключаться и не работать на постоянной основе. И полотенцесушитель, который вообще не будет ничего есть. То есть там условно 0,1 или даже 0,2 киловатта. Мы его в дальнейшем повесим на стенку. Пока еще не купили. А стиралку и другие электроприборы, если понадобится, мы будем включать в наши стандартные розетки. Ведь в розетки, которые под отопление, включать больше, кроме этих описанных электроприборов, нельзя ничего. Кстати, обратите внимание, пломбируется даже пустая розетка. И в дальнейшем, когда мы захотим подключить полотенцесушитель, мне снова из энергосбыта придется вызывать специалиста, который приедет, распломбирует и опломбирует розетку обратно. Но по-другому никак. Так гласит закон. Помните, я рассказывал про умный градусник? Теперь в системе отопления он у нас не задействован, ведь у нас умные конвектора. Он будет просто показывать нам температуру. Но все это дело у нас будет цепляться также за умный датчик дыма, ведь мы будем оставлять конвектора на зиму на постоянной основе. Теперь мы можем себе это позволить. А умный датчик дыма будет отслеживать пожарную обстановку в доме. В целом, что можно сказать, почему мы выбрали именно отопление электроконвекторами,
а не водянку, не водяное отопление. Все очень просто. Мы на даче не живем на постоянной основе. Мы приезжаем туда поиграться летом и пару раз в какие-нибудь выходные там, в течение холодного сезона. Изначально вложений в электроконвектора гораздо меньше. То есть на все про все, на электроконвектора и на все провода и все сопутствующие материалы для данной затеи мы потратили порядка 4,5-5 тысяч белорусских рублей. То есть, грубо говоря, это $2000. Если бы мы покупали электрокотел, отдельно батареи, потом разводили трубы, а мы хотим все это дело умное, то есть электрокотел обязательно, который управляется системой умного дома, все это стоит больших денег. То есть затраты были бы умножай на 2, а с нашим расходом это бы просто-напросто не окупилось. Поэтому вот так. Да и удобнее. Не нужно думать о том, что ты сидишь там, за 30 километров в городе, а на даче у тебя порвало трубы, и что-то где-то вылилось, работает оно или не работает, непонятно. Зато теперь я могу в любой момент с мобильного приложения открыть программу, задать нужную температуру в доме, через 20 минут туда приехать, и там уже будет тепленько. Для этого это, в принципе, и делалось. И для того, чтобы дом не сырел в холодные зимние сезоны. Чтобы всегда можно было приехать в теплый, сухой, ухоженный домик и отдохнуть в нем. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите наши другие видео, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!